Привет! В этом видео расскажу, как я украсила квартиру картинами. Посчитаем, за сколько мне обошлись эти картины. Покажу варианты, как именно развесить картины. И расскажу, как я нашла эти картины. Мы не так давно переехали в свое жилье и как бы покупали мебель и разные интерьерные штуки с нуля. Стены пустые. Единственное, что висит на стенах, это 2 телевизора в спальне и в гостиной. И все. Все остальные стены голые. Но мне так это нравится в целом. У меня есть много локаций для съемки. И вообще мне нравится, когда стены голые. Но я хочу выделить зоны. Например, мне хотелось бы повесить картины над диваном в гостиной и картины над рабочим столом. Итак, расскажу, как я добыла картины. Покупать готовые рисунки мне не хотелось, потому что в таком случае в этих рисунках не было бы никакой истории. То есть они бы смотрелись красиво, они бы украшали пространство, но я в них не видела бы я бы видела в них не более чем рисунок. Поэтому я решила нарисовать картины сама. Сразу скажу, я дилетант в рисовании. Все, что я проходила про рисование, это то, что мы в школе все изучали. Кроме того, я не дизайнер, но в интернете полно информации, полно примеров. Никто нам не мешает просто взять и повторить чью-то идею. Мы же не продаем, понятное дело, использовать чью-то идею для коммерческих целей как-то неблагородно, скажем так. Но когда ты просто украшаешь свой дом, я думаю, что вполне себе нормально взять чью-то идею и повторить в своем доме. Я черпала вдохновение в интернете, особенно на сайте Pinterest. В общем, с идеями для картин разобралась. Осталось приобрести материалы. Для рисования я приобрела акриловые краски, кисточку, карандаш, альбом для акриловых красок, черный маркер, палитру и, конечно же, рамки. И сейчас мне хочется поделиться с вами про сам процесс рисования. Мне кажется, в этом деле нужно именно получить удовольствие. Важно не то, что вы повесите на стену, важно то, что вы будете чувствовать и как вы будете себя ощущать во время рисования. Ну, по крайней мере, мне было это очень важно. Я не ставила перед собой какие-то сроки. Я рисовала тогда, когда мне хотелось. Я понимала, что я не художник, я не дизайнер, я не училась рисованию. Поэтому я не ставила перед собой каких-то глобальных целей. Я не расстраивалась, если у меня что-то не получалось. Если честно, за все это время мне даже ни разу не пришла в голову мысль, справлюсь ли я. Да, конечно, справлюсь. Потому что вариантов много. Можно нарисовать абсолютно простой рисунок. Сейчас модно вообще просто на белом листочке черным цветом, не знаю, силуэт девушки и в рамку черную. Все это красиво. Или просто написать что-то на листочке. Тоже красиво, в принципе. А когда мне хотелось чего-то особенного, потому что я себя не ограничивала, если мне нравилась какая-то картина, и мне хотелось, чтобы она была у меня, я ее пыталась срисовать. Но были и неудачи. Ну что с того? Максимум, что я потеряю, это листок бумаги. Порвала, пошла дальше. Просто попробуйте получить от процесса удовольствие, не требуя от себя каких-то непонятных достижений.
Включите расслабляющую музыку, попросите домочадцев вас не беспокоить. Создайте себе атмосферу, в которой вы сможете просто расслабиться и просто рисовать. Для этого можно, например, зажечь свечи, налить себе любимый напиток и начните рисовать не спеша и без страха что-то испортить. Таким образом, я изрисовала весь альбом. И только потом уже стала смотреть, получается ли общая композиция из картин. Часть рисунков совсем не получились. Другая часть рисунков, как мне показалось, не подходит духу моей квартиры и вообще, не подходит. В принципе, когда уже были все рисунки готовы, я их распределила по группам, как они будут у меня висеть и где. И осталось решить, как и куда их повесить. Много говорить на эту тему не буду, просто покажу образцы, как, куда вешать картины. Можно просто вбить в поиске, и там выйдет много вариантов. Ну, а теперь давайте смотреть, что у меня в итоге получилось. Теперь у этих картин есть история. Это уже не просто рисунки, это мои рисунки. Когда я вижу их, они добавляют мне решимости в жизни.
Ну, как бы, это, конечно, не Нобелевская премия, но это выход из зоны комфорта, это новое какое-то дело для себя. Это то, что у тебя получилось, и это не может тебя не вдохновлять на новые свершения. И когда ты видишь эти картины, которые ты сам нарисовал, ты вот это вот ощущаешь, что ты можешь. Это очень приятное чувство. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, это видео принесет вам пользу. Очень буду рада посмотреть, что у вас получилось. Пишите мне в Инстаграм, будем общаться и делиться результатами.